Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы захватят мой канал. Это 11-летний Риома, который только что проснулся. Он живет с 1000 слаймов. Один слайм прыгает ему на колени, и он гладит его. Затем он бросает гусеницу, и зеленые слаймы ловят ее липкой нитью и съедают. Затем он смотрит, как желтые слаймы едят кости. А потом кормит ядовитых фиолетовых слаймов сорняками. Эти прозрачные слаймы питаются грязью и чистыми вещами. Желтые слаймы-мусорщики, они питаются отходами. После этого он идет в лес на свою ежедневную работу. Он слышит какой-то шум и видит нескольких мужчин. Один из них ранен. Он зовет их, но один из них достает меч и спрашивает, кто он такой. Он достает бутылку и говорит, что у него есть лекарство. Мужчина принимает лекарство и говорит остальным, что это лекарство. Они вливают его ему в рот, и он приходит в себя. Риома говорит, что они могут отдохнуть у него дома, пока он не очнется. Теперь они идут за ним и удивляются, что он делает в лесу. И тут появляются смертоносные слаймы. Они готовятся напасть на них. Риома останавливает их, говоря, что они не враги. Желтый мужчина спрашивает: «Это твои слуги?» Риома отвечает, что да, и защищает своих слаймов. Они убирают мечи и извиняются. Затем они продолжают идти. Мужчина говорит Риоме, что он тоже приручил слайма. Они подходят к тупику. Риома открывает магический барьер, чтобы войти в свой дом. Они поражены, что он прячет свой дом. Он говорит: «Пожалуйста, проходите». Пока они отдыхают, мужчина говорит, что дом впечатляет. Риома дает им коробку с лекарствами, которые он сделал. Затем он говорит: «Пожалуйста, попейте воды, которую держат его слаймы». Сейчас Риома представляется, они сидят и разговаривают. Желтый парень говорит, что я Рейнхард, правитель герцогства Джамал. Риома удивляется, узнав, что он герцог, и кланяется, но потом поднимает голову, когда герцог говорит, что не нужно кланяться, я у тебя в долгу. Затем другой парень говорит, что я Кэмел Мак. Еще один говорит, что я Зев, разведчик. Спасибо, что помог Хьюзу. Белый парень говорит, что я Джилл, воин. Рейнхард рассказывает, что Хьюз пострадал от медведя в лесу. Затем спрашивает, как Риома научился магии в таком возрасте. Риома отвечает, что научился у своих дедушек и бабушек. Они внимательно его слушают. Рейнхард спрашивает, значит, их сейчас нет? Он говорит, что они умерли 3 года назад и велели ему идти в другую деревню. Меня не любят в деревне, поэтому я живу один. Рейнхард говорит, что ему все еще интересно, как ты выжил 3 года. Кэмел говорит, что мы можем проверить его с помощью этого хрустального шара. Если он преступник, он станет красным. Риома говорит, что ладно, и когда он прикасается к шару, тот становится синим. Кэмел говорит, что ты не преступник. Затем он уходит, сказав, что приготовит ужин. Кэмел говорит: смотри, этот кристалл показывает еще и навыки человека. Джилл спрашивает, что там написано о мальчике. Рейнхард видит кристалл и понимает, что Риома очень вынослив. Он говорит, что мы не можем оставить его здесь одного. На следующее утро Хьюз говорит, что ты спас мне жизнь, и Риома улыбается. Пока он говорит, он спотыкается, и Риома говорит, что нужно принять это лекарство. Твоя слабость пройдет. Когда он пытается выпить, он говорит, что это воняет. Теперь они все хватают его и с жуткой улыбкой говорят, чтобы он выпил, потому что они беспокоятся о нем. Кэмел силой вливает ему в рот лекарство. Оно горькое. Но потом он говорит Риоме, что я телохранитель герцога. Если тебе нужна помощь, обращайся ко мне. Риома говорит, что понял, и машет им рукой, когда они уходят. Теперь он думает, что я выдумал историю про дедушку. Затем мы видим воспоминания. Офисное здание. Перед начальником стоит парень, а тот кричит на него. Позже друзья предлагают ему встретиться вечером, но он отказывается. Затем мы видим, как он в каком-то странном месте спрашивает, жив ли я. Перед ним сидят 3 бога. Они спрашивают, не расстроен ли он, что умер. Он вспоминает, что начальник всегда кричал на него и заставлял работать сверхурочно. И говорит, что нынешняя работа меня бы точно убила. Затем Лулу говорит, что она богиня любви. Бог жизни говорит, что он Кьюфо. А создатель говорит, что он гей. Рёма говорит, что рад с вами познакомиться. Затем он спрашивает, как я умер. Они говорят, что ты ударился головой и у тебя было кровоизлияние в мозг. Это повредило несколько кровеносных сосудов в мозгу, и ты умер. Он в шоке и говорит, как я мог так умереть. Я же пережил издевательство отца. Даже от пьяного босса, который кидался в меня бутылками. Он выглядит подавленным, поэтому Бог говорит, что ты здесь не просто так. Он спрашивает, не перевоплощусь ли я в другом мире. Они говорят, что да, в теле 8-летнего мальчика. Мы создадим портал, чтобы отправить тебя с Земли в другой мир под названием Сейфул. Лулуша говорит, что там ты сможешь пользоваться магией. Он очень воодушевляется. Они говорят да. Затем они говорят ему, что пора уходить. Объяснив все, они поднимают его тело с помощью магии. Они говорят ему, что хотят, чтобы он жил полной жизнью. Лулуша говорит удачи. У него наворачиваются слезы, и он говорит спасибо. Они используют магию, чтобы отправить его в новый мир. На следующее утро Риома просыпается в теле 8-летнего мальчика. Он осматривает себя и понимает, что находится в новом мире. Затем он смотрит на книгу, которую ему дали боги, в которой указаны все его характеристики и важная информация. Чтобы проверить это, он пинает дерево, и оно тут же ломается. В этот момент появляется слизь, и его глаза загораются. Он думает, как приручить слизь, и проверяет это в книге. Теперь, стоя перед ней, он готов приручить слизь. Он следует инструкциям и чувствует магию. Он создает магический круг и приручает слизь. После этого слизь подходит к своему хозяину, и он берет ее. Теперь он путешествует и решает жить в лесу. Он решает посвятить все свое время
время изучению слизи. Через 3 года он встречает герцога и его команду. На следующий день он проводит исследование слизи. После этого он ложится рядом с ними и наслаждается. Когда все слизни начинают издавать звуки, он спрашивает, что случилось, но потом видит, что все возвращаются. Появляется девочка, такая милая, с белокурыми волосами. Он не может отвести от нее взгляд. Затем к нему подходит женщина и говорит: «Я Мелисса, жена Рейнхарта». Старик подходит к нему и говорит: «Я Рейнбах, отец Рейнхарта». Риома приветствует их. Рейнхард говорит: «Это моя дочь». Она говорит: «Я Лиария», и наклоняется, чтобы поздороваться с ним. Он краснеет и говорит: «Приятно познакомиться, я Риома». Теперь, увидев так много слизей, Али спрашивает, как они помещаются в вашем доме. Он отвечает: «Они научились так делать». Он говорит: «Все присоединяйтесь», и они начинают присоединяться. Али поражен, когда видит, как они превращаются в гигантскую слизь. Он объясняет: «Вот как они помещаются в моем доме». Все удивленно смотрят. Али говорит: «Невероятно». А Алиса спрашивает: «Ты приручил большого слизня? Раньше никому не удавалось приручить большого слизня». Он отвечает: «Нет, я объединил 100 слизней, чтобы получился один гигантский». Алиса хвалит его. Ее дворецкий говорит: «Успокойся, ты пугаешь Риому». Она отвечает: «Ты умный. Тебе стоит зарегистрироваться у укротителя Гиля». Пока слизни продолжают прыгать, Риома приказывает им уменьшиться. Теперь он пьет воду, сидя в своем доме вместе со всеми. Рейнхард говорит: «Это небольшой подарок для тебя, часы». Хьюз говорит: «Возьми их». Риома благодарит их, и все улыбаются. Лили взволнованно говорит: «Я тоже хочу приручить слизня. Где мне его найти?» Риома отвечает: «Я понял, в местах на карте, где слизни приходят попить воды». Она говорит: «Хорошо, но какого слизня мне поймать?» Он говорит: «Коричневые и прозрачные – это мусорщики и чистильщики. Зеленые, желтые и фиолетовые – это липкие, кислотные и ядовитые слизни». Она говорит: «Я мало что знаю о коричневых и прозрачных». Риома говорит: «Коричневый – это мусорщик. Они едят мусор и делают из него удобрения». Билли записывает информацию. Он берет слизни чистильщика и говорит: «Они хорошо чистят». Он берет самую грязную тряпку и говорит: «Давай покажу». Затем он бросает ее на слизня, и тот начинает чистить. Все удивленно смотрят. После чистки слизень выплевывает тряпку. Риома показывает им. Али говорит: «Она чистая». Теперь, когда он объясняет дальше, горничная спрашивает: «Вы уверены, что он ест только грязь?» Он засовывает руку в слизни и вытаскивает ее, говоря: «Я в порядке». Рейнхард говорит: «Он не навредил тебе, значит, он ест только грязь». И Лиза говорит: «Я хочу приручить слизня чистильщика. Научи меня, как его поймать». Он колеблется и говорит, что это трудно объяснить женщине. Теперь он обсуждает это с мужчинами наедине. Хьюз говорит: «Я объясню это дамам». Билли спрашивает: «Что это значит?» Он говорит: «Иди умойся». Они все смущаются, когда он объясняет: «Вода, в которой вы вспотели, поможет приманке поймать слизь». Они все злятся и дают ему пощечину. Теперь у него красное лицо, а Кэмэл говорит: «Ты слишком прямолинейный». После этого Лили говорит: «Рема, я все равно хочу поймать его». Рема отвечает: «Это ваше решение, моя леди». Теперь она моет руки в воде и говорит: «Я поймаю его». Перед уходом она говорит: «Я поймаю слизь этой потной водой». Когда солнце садится, она возвращается и говорит: «Я приручила слизь». Рема поздравляет ее, и она гладит свою слизь. Позже слуги убирают тарелки и стаканы, пока остальные пьют чай, а Лили гладит свою слизь. Рема вспоминает, как он нашел и приручил свою первую слизь. Он смотрит на нее и вспоминает, что назвал ее в честь своего коллеги Табачи-куна, пока играет с ней. Алиса спрашивает Рему: «Что ты собираешься делать дальше?» Он отвечает: «Честно говоря, я не могу решить и расстраиваюсь». Райнбах говорит: «Ты можешь присоединиться к нам в поездке в город Гимель». Он задумывается: поездка? Стоит ли мне ехать? Я никогда не ездил в такие поездки. Билли говорит: «Рема, я впервые еду в этот лес. Я нервничал перед поездкой, но понял, что это весело исследовать внешний мир». Рема удивляется, когда слышит это, и говорит: «Спасибо, леди, что развеяли мои сомнения». Затем он говорит всем: «Я поеду с вами». Они говорят: «Тогда давайте подготовимся к поездке». Он говорит: «Я использую заклинание, чтобы сложить свои вещи в сундук». Рейнхард говорит: «Для этого заклинания нужен высокий уровень магии». Элиса говорит: «Впечатляет», и он краснеет. Алиса говорит: «Если хочешь, я могу научить тебя магии». Он говорит: «Спасибо вам большое», и смотрит на них. Позже, после того, как он сложил вещи в сундук, он начинает складывать туда все свои пожитки. Слизни наблюдают за ним. Закончив, он говорит: «Пора собираться». Затем мы видим, как он стоит перед статуей богов. Он говорит им: «Я отправляюсь в свое первое путешествие в этом мире. Я очень волнуюсь». На следующее утро, убравшись в доме, он выходит на улицу и говорит: «Пора в путь», и прячет сундук. Али говорит: «Путешествие начинается». Он говорит «да» и идет к ним. Себастьян произносит заклинание, и появляются лошади. Теперь они отправляются в путь. По дороге Рейнхард говорит: «У тебя есть все виды магии». Те, у кого есть все виды магии, не могут овладеть ни одним из них. Он говорит «да». Они обсуждают его магические способности. Проходит день, наступает вечер, они разбивают лагерь. Риома стоит на краю и оглядывается на своих слизней. Когда наступает ночь, он удобно устраивается на ночлег. На следующий день во время их путешествия начинается дождь. Они говорят: «В это время года редко бывает дождь». Тем временем слизни мокнут под дождем. Мелисса говорит: «Холодно», и Себастьян дает ей одеяло. В этот момент Билли падает на Риому, и лошади резко останавливаются.
Тем временем Рейнхард спрашивает, что-то случилось снаружи. Они видят, что дорога полностью перекрыта из-за оползня. Он думает и говорит, нам нужно расчистить ее с помощью магии земли. Риома произносит заклинание, достает дождевик и надевает его. Говорят, ты полон сюрпризов. Затем он говорит, ну я пошел, и уходит. Сначала он создает щит, чтобы защититься от дождя. Все поражены, увидев это. Джилл говорит, ты потрясающий, Риома. Затем он говорит, давайте расчистим дорогу. И с помощью магии превращает грязь и камни в блоки. Он передает их слаймам, а те передают дальше и расчищают путь. Когда они заканчивают, Риома говорит, теперь мы можем пройти. Алиса подходит и обнимает его, говоря, отличная работа, Риома. Все смотрят на них. Затем они продолжают свой путь, и Риома говорит, я очень рад, что мы добрались до нашего первого города. Затем мы видим город Гимель, где Риома заходит в свою комнату. Он смотрит на своих слаймов, а затем открывает окно, чтобы полюбоваться видом. Его слаймы тоже подходят к окну. На следующий день они все идут в церковь, потому что Риоме нужен идентификатор под названием «Статусная доска». Когда они приходят, монахиня говорит, что он получит ее в комнате для крещения. Он заходит туда, и она дает ему инструкцию. Он ставит доску на пьедестал и дотрагивается до кристалла. И в следующее мгновение оказывается в светлом месте. Боги приветствуют его, и он здоровается с ними, но спрашивает, не умер ли он снова. Затем он садится и говорит, что рад, что не умер. Лулуша говорит, что они отправят его обратно. Он спрашивает, зачем он снова здесь. Они отвечают, что дадут ему новый навык под названием Оракул, с помощью которого он сможет общаться с ними, когда захочет. Он соглашается. Боги хвалят его за создание слаймов-мусорщиков и слаймов-чистильщиков. Он думает, что поэтому Рейнхард и остальные никогда о них не слышали. Боги говорят, что слаймы, которых он создал, никогда не смогут эволюционировать в новые виды. Но ты создал для них подходящие условия для развития. Теперь Риома рассказывает им о своей встрече с Райнхартом и его семьей. Они говорят ему, что предыдущий человек, попавший сюда с земли, стал великим укротителем и многого добился. Затем он женился на предках Райнхарта, Джамале. Вот почему семью Райнхарта называют семьей укротителей. Он внимательно слушает их рассказ. Кажется, в полиции течет кровь ее предков. Затем они говорят ему, что когда он стал стереотипным атаку, он обрел сильную магическую силу. К счастью, он был слишком застенчив, чтобы совершать плохие поступки. Но мы очень волновались, пока он не умер. Кюфо говорит, что ты интересный человек, принимаешь решения спокойно и следуешь правилам, а еще даришь нам бесконечные развлечения. Риома благодарит его. Теперь Лулуша говорит, что ему пора возвращаться. Она и другие боги благословили его. Затем они все говорят ему, что увидятся с ним снова. Он радостно отвечает «до скорой встречи». Когда он возвращается, Нэн говорит ему проверить статус. Она говорит, что статус нужно скрывать, кроме имени. Остальные ждут его, и когда он выходит, они подбегают к нему и говорят «добро пожаловать, мистер Риома». Райнбах говорит, что твои способности очень высоки для твоего возраста. Если об этом узнают плохие люди, они могут прийти за тобой. Алиса говорит, что тебе нужно скрывать свои способности. Он отвечает, что будет осторожен, и с любопытством смотрит на нее. Затем она спрашивает «какая у тебя магическая сила?». Он отвечает «думаю, 198». Она говорит «с такими способностями впечатляет, что ты так легко используешь магию, но я так не могу». Он спрашивает, какой у нее уровень. Она с грустным лицом отвечает, что 200-й, он удивляется, говорит, что у него 200-й и думает, что у него больше. Она говорит, что он хорошо владеет магией, а он отвечает, что ей тоже придется научиться. Наали кладет свою слизь на голову и говорит Риоме «пожалуйста, научи меня». Он думает, что это не проблема. На следующий день Риома сидит в повозке, которая везет их в гильдию укротителей. Он собирается зарегистрироваться как укротитель. Они подъезжают к гильдии и говорят, что ранг укротителя зависит от того, насколько сильного зверя он может приручить. Риоме будет сложно получить высокий ранг, потому что он укрощает слизней. Рейнбах говорит «пойдем в гильдию искателей приключений». Он спрашивает «зачем?». Рейнбард отвечает «у тебя хорошие боевые навыки, тебе там самое место». Затем мы видим гильдию искателей приключений, и Риома готов к испытаниям. Он оборачивается, чтобы поблагодарить Элису, и она говорит «удачи». Появляется экзаменатор с грозным видом и спрашивает, готов ли он к испытаниям. Риома отвечает «да, меня зовут Риома, приятно познакомиться». Рейнбах подмигивает экзаменатору, и тот говорит Риоме «стреляй в цель». Риома думает, что должен оправдать ожидания всех. Он достает стрелу и стреляет в цель. Затем он продолжает стрелять по всем мишеням одну за другой. Ему нужно было попасть в 5 мишеней. Все поражены его меткостью. Экзаменатор говорит «впечатляет», а Риома радуется, и она добавляет «это невероятно, правда?». Слуги говорят, что это исключительные навыки Риомы. Она соглашается «да». Затем экзаменатор говорит «теперь тебе нужно попасть в цель, которая появится». Это оружие было создано волшебником Кенго. У него был пистолет. Риома понял, что это оружие могло быть куплено здесь у людей. Теперь он должен стрелять по мишеням, которые запускает экзаменатор. Риома отлично справляется со всеми мишенями. Рейхард говорит, что он невероятно сосредоточен. Когда появляются последние 4 мишени, он стреляет по ним одновременно. Внезапно экзаменатор достает нож и нападает на него, но Риома ловит его и уворачивается. Он призывает волшебную иглу и собирается атаковать, но экзаменатор останавливает его, говоря, что испытание окончено. Риома подходит к нему. Экзаменатор говорит, что впечатлен его работой и называет его мастером гильдии искателей приключений. Затем он сообщает, что Риома прошел испытание. Лили подбегает, чтобы поздравить его, и он благодарит ее. Затем мы видим, как он в гильдии получает пропуск. Варген говорит, что его навыки впечатляют, но он не может дать ему высокий ранг,
потому что другие будут задавать вопросы. Сначала он должен пройти испытания, а потом подняться на вершину. На следующий день в гильдии он спрашивает о работе. Администратор говорит, что он может поискать работу для искателей приключений и показывает доску с объявлениями. Он идет посмотреть и читает объявления о работе по уборке туалетов и домов. Затем в своей комнате он говорит слаймам, что сегодня они будут убираться. Затем он говорит, что уходит, и Али желает ему хорошего дня. Он машет всем и отправляется на свою первую работу. Он стучит в дверь и ждет. Кто-то открывает дверь, и он удивляется. Он видит Бискин, которая спрашивает, пришел ли он убираться. Запах мусора из дома привлекает слаймов, и они начинают уборку. Девочка-кошка начинает плакать и говорит спасибо, что пришел, подбегает к нему, берет за руку и плачет еще сильнее, говоря, что ей было трудно справиться одной. Он узнает, что земля под мусорной свалкой была неустойчивой, и куча мусора обрушилась на дом, разрушив стену. Поэтому он сначала идет к свалке, чтобы убрать мусор. Он видит, что там много мусора, и открывает коробку, чтобы выпустить слизней. Он говорит слизню-мусорщику, чтобы тот уменьшился, когда вырастет, и разделился. Когда он делится на несколько маленьких слизней, они начинают уборку. Теперь он ведет их в дом женщины после того, как убрал мусор. Они начинают уборку. Риома использует магию тумана, чтобы очистить дом. Затем он создает магический круг, чтобы сделать кирпичи, и с помощью слизней начинает заделывать дыру в стене. Через несколько часов он стоит перед стеной, когда она уже заделана, а слизни прыгают от радости, закончив работу. Мия смотрит на стену и удивляется, какая она чистая и блестящая. Риома спрашивает, как она выглядит, и она начинает плакать. Она подходит к нему и говорит спасибо. В следующий момент она радостно машет хвостом и хвалит его работу. Он думает, что не ожидал, что она будет так счастлива. Он спрашивает, может ли она спеть здесь, когда работа будет закончена. Она отвечает, что конечно может. Она говорит мяу, я так счастлива, и начинает петь. Потом она машет ему на прощание, когда он уходит, и он машет ей в ответ. Вернувшись в гильдию, администратор спрашивает, закончил ли ты работу за полдня. Она смотрит на его работу и хвалит его. Она дает ему награду, и он говорит, что это не так уж много. Она говорит, что Мия дала особые указания, что она довольна твоей работой. Пока они разговаривают, глава гильдии зовет его. Теперь, когда они сидят вместе, Риома спрашивает, зачем ты его позвал. Глава гильдии спрашивает, как тебе это удалось. Я никогда не думал, что кто-то сможет убраться в этом доме. Риома говорит, что эти слизни помогают ему. Глава гильдии говорит, что у него есть еще одно задание. Риома говорит, что он знает, что это уборка общественного туалета. Орегон говорит, что раньше обязанность по уборке общественного туалета возлагалась на жителей трущоб. Но чиновники придумали ложные причины, что жители трущоб недостаточно усердно работают, чтобы урезать им зарплату. Поэтому они не хотели работать на таком месте. Это напомнило Риоме его прошлое место работы. Он говорит, что понимает ситуацию и готов взяться за эту работу, но сначала он расскажет герцогу Рейнхарту обо всем. Морган говорит, что он надеется на это. Теперь в особняке герцога Риома рассказывает обо всем, сидя с остальными. Рейнхард звонит Себасу и говорит, что происходит какое-то хищение, и просит разобраться. Пока Риома внимательно слушает, Алиса говорит, что наняли уборщика в общественный туалет, чтобы обеспечить работой. В ответном сообщении говорится, что мы решим этот вопрос. Риома говорит, что он займется уборкой. И Лиза говорит, что желает удачи мистеру Риоме. Теперь мы видим, как он стоит у входа в общественный туалет. Он оглядывается и говорит слизням, что работы много. Затем он достает из магического круга перчатки, обувь и надевает слизня на голову как шлем и говорит, что готов. Теперь он стоит у двери и открывает ее. Он приказывает своим слизням войти, и они начинают уборку. Пока он использует магию очищения, чтобы убрать грязь, и магию молнии, чтобы продезинфицировать. Теперь здесь все блестит и чисто. Закончив уборку, он говорит: отличная работа, давайте займемся остальной частью уборки. Слизи становится больше, потому что работы еще много. В этот момент Риома кое-что понимает. Он смотрит наверх и говорит, что там скопилась миазма. Он бежит в гильдию, чтобы сообщить об этом, но видит там семью Рейнхарта. Он говорит, что там скопилась миазма, но, к счастью, она не распространилась за пределы этого места. Алиса и Али спрашивают, не чувствует ли он себя плохо. Он говорит, что с ним все в порядке, и они успокаиваются. Морган говорит, что миазма — это вредная магическая сила, которая может воздействовать на человека физически и морально. Риома говорит, что он позаботится об этом, пока никто не пострадал. Нам нужно отрезать миазму от источника. Морган говорит, что ты будешь убираться один. И Лиза говорит, что это опасно для Риомы. Риома говорит, что не хочет подвергать опасности других людей. Он справится. Алиса спрашивает, как он справится один. Он показывает всем свою доску статуса и говорит, что он устойчив ко многим вещам. Миазма ему не навредит. Рейнбах подходит к нему и говорит, что они благодарны ему за помощь. На следующий день он стоит у общественного туалета с другими искателями приключений. Они говорят, что будут начеку, и он может на них рассчитывать. Риома говорит, что приступает к работе. Он приказывает своим слизням убираться, а остальные искатели приключений следят, чтобы никто не подходил близко. Один из искателей приключений наблюдает за слизью, а другой говорит, что нельзя расслабляться. Бальмия говорит, что не пропустит ни одной крысы, и, заметив ее, спугнет, чтобы та убежала. С другой стороны, стройная Риома использует магию для уборки. Снаружи мы видим Элли и Алису.
Авантюристы говорят, что мы не можем вас впустить. Элли говорит, что он беспокоится, а Алиса говорит, что они принесли еду и зелье для лечения. Служанки говорят, что нужно раздать эти зелья и еду всем, и они соглашаются. В это время в поместье герцога все занимаются бумажной работой. Наступает ночь, и Риома выпивает зелье. Они спрашивают, почему он не отдохнут. Риома надевает шлем и говорит, что все в порядке, он справится. Теперь слаймы-мусорщики продолжают уборку, а Риома использует магию, чтобы им помочь. После 3 дней работы Риома выходит и говорит, что они закончили. Тия подходит и обнимает его, говоря, что он молодец, а остальные улыбаются. Вернувшись в гильдию, Риома сообщает, что 30 общественных туалетов были убраны. Морган говорит, что за это можно получить хорошую зарплату, а теперь нужно хорошенько отдохнуть. Он выходит из гильдии, закрывает ящик и говорит, что это было действительно утомительно, и тут замечает солнечные лучи. Уже утро, и он вспоминает, что в последний раз работал допоздна в своей прошлой жизни. Он подходит к своему дому и видит, что свет все еще горит. Когда он входит, мама приветствует его. Он вспоминает, как мама всегда ждала его, но потом она умерла, и ему было грустно, но он не плакал. Теперь, когда он приходил домой, его никто не ждал. Он чувствовал себя одиноким. Вернувшись в настоящее, он подходит к двери, и как только он входит, все его приветствуют. Его глаза сияют. Себас говорит, что он отнесет твою коробку и забирает ее. Из его глаз начинают течь слезы, и Али спрашивает, что случилось. Ариома отвечает, что вспоминает свою прошлую семью, которая всегда ждала его дома. Алиса обнимает его сзади, и он говорит, что с ним все в порядке, но она просит его не волноваться. Он начинает плакать еще сильнее, и Элли берет его за руку, говоря, что они тоже его семья. Все успокаивают его, пока он вспоминает лицо своей милой мамы. Позже ночью Али говорит Риоме: «Спокойной ночи, увидимся завтра». Он отвечает: «Спокойной ночи», ложится в кровать и засыпает. Вместе со своими слизняками. На следующее утро Али разбивает яйца с ветчиной и накрывает их крышкой. Одна служанка достает булочки, другая пробует бульон. Затем Алиса раскладывает овощи по тарелкам. Себас спрашивает, не нужно ли разбудить Риому. Али отвечает: «Да, пожалуйста». Теперь они все вместе садятся завтракать. Риома говорит Али: «Вставай пораньше, чтобы готовить вместе с остальными». Она отвечает: «Да, пожалуйста, научи меня играть с магией». Вспоминает, что она уже просила об этом в прошлый раз. Риома говорит: «Хорошо, я научу тебя». Он спрашивает, поэтому ли она приготовила завтрак, и она отвечает: «Да». Рейхард говорит: «Вкусно, правда?» Риома отвечает: «Да, очень вкусно, спасибо», и начинает есть. Хева говорит: «Такой завтрак легко приготовить». Остальные смотрят на нее с осуждением. Себас спрашивает, не хочет ли Риома чему-нибудь научиться, пока он наливает чай. Риома отвечает: «Да, атакующей магии», и верблюд говорит: «Я научу тебя». На следующий день Риома и остальные стоят на земле. Али говорит: «Давайте начнем», и Риома, задумавшись, говорит: «Смотрите». Он создает тьму и говорит: «Смотрите». Они говорят: «Как красиво». Он создает внутри маленький огненный цветок. «Вот так нужно играть с магией», говорит он. Теперь он говорит, что покажет нам водную магию. Он создает пузырьки воды и говорит, что из них начинают выходить пузырьки воздуха. Через несколько мгновений пузырьки лопаются, и Элиза улыбается. Они говорят, что это очень интересно. Теперь Али пытается создать пузырьки воды, а Риома говорит: «Воздух». И действительно появляются пузырьки. Но они лопаются в отличие от пузырьков Риомы, и он говорит: «Представь себе слизь». Она представляет липкую слизь и создает пузырьки воды. Пузырьки появляются и не лопаются. Теперь Риома создает пузырьковый шар и бросает его в Алису. Она тоже бросает его. Теперь они начинают играть друг с другом. Когда верблюд проходит мимо, Риома ловит его и наполняет водой. Он начинает управлять им в воздухе. Он говорит, что можно менять форму воды, и создает рыбку. Все впечатлены. Билли подходит ближе и говорит, что хочет еще поиграть с магией. Риома улыбается. Теперь она начинает играть с пузырьковой магией. Верблюд говорит, что научит ее огненной магии, потому что он ее создает. Он говорит: «Огненная стрела», и бросает ее. Риома создает огненную стрелу, которая больше, чем у верблюда. Затем он создает водную пулю и стреляет. Верблюд говорит, что он быстро учится. Затем он пробует разные стрелы и пули. Даже защитная магия — это ледяная стена и огненный щит. Ледяной щит, который он создает, не пробивается атакой верблюда. Верблюд говорит, что он всему его научил, и больше ничего не осталось. Себас спрашивает, пробовал ли он космическую магию. Риома говорит, что может телепортироваться, и показывает им это. Себас говорит, что это замечательно, и просит его телепортироваться подальше. Он говорит, что попробует, и телепортируется туда. Себас тоже телепортируется и хвалит его. Теперь он показывает ему, как создать пространственный дом. Когда Риома пытается, у него не получается. Себас наблюдает за ним. Дом измерений помогает переносить живых существ. Он может переносить своих слаймов. Проходит день, наступает вечер, и он очень устал. Он пробует снова, и наконец у него получается. Себастьян говорит: «Хорошая работа», а Риома отвечает: «Теперь я могу переносить своих слаймов». Теперь Себастьян говорит: «Давай вернемся», и он телепортирует нас обратно. На следующий день Кардиган ведет их на тренировочную площадку. Билли говорит Риоме: «Я скоро пойду в школу в королевской столице». Алиса говорит: «Элли нужно многому научиться». Риома смотрит на нее, немного расстроенный тем, что она скоро уедет. Дойдя до этого места, Риома достает своих слаймов. Затем он заходит в шахту вместе с остальными для выполнения задания. Рейнхард и остальные наблюдают за ними. Когда они заходят внутрь, остальные говорят, что они собираются выяснить, сколько сильных монстров скрывается в шахте, и разобраться с ними. Лидер говорит: «Будьте начеку, да, сэр». Он что-то чувствует и останавливает всех, когда появляется Богомол. Богомол может быстро дышать. Они говорят, что это ее испытание. Она стоит лицом к монстру. Она использует ледяную стрелу, чтобы атаковать, но безуспешно. Затем она убивает его еще одной стрелой. Кэмел говорит: «Хорошая работа, только будь точнее в следующий раз». Она говорит: «Да, я хил». Слаймы тем временем питаются мертвым монстром. Затем появляется целая армия монстров. Риома говорит: «Я пойду». Взяв кинжал в обе руки, он бежит к монстрам и начинает убивать их одного за другим. Он продолжает
будет сражаться, пока не уничтожит последнего монстра. Все обнимают его и хвалят. Я уже знал, на что он способен. Через некоторое время они говорят: давайте вернемся. И тут Элли замечает что-то. Она говорит: о, это металлический слайм, я его поймаю. Она бежит, использует ледяной щит и хватает слайма. Она приносит ему это и говорит, что это для тебя, Рёма. Он благодарит ее и гладит слизня. Теперь у них есть еще один слизень, который живет в пещере. Рёма наблюдает, как его слизни играют друг с другом. Затем он спрашивает металлического слизня, ест ли он металл. Он создает круг из земли, в которой есть железо, и превращает ее в железную руду. Затем он берет ее. Другой слизень говорит: у тебя всегда есть для нас что-нибудь интересное. Он отвечает: я просто отделил железо от земли. Али говорит, что это красиво, как зеркало. Следующая сцена происходит в торговой компании. Рёма показывает им, как он создает железо с помощью магии. Владелец компании проверяет и говорит, что он настоящий алхимик. Рейнбахт говорит, что это сделка, и Рёма продаст свой товар. Но это должно остаться в секрете, потому что ему всего 11 лет. Рейнбахт говорит, что вся прибыль пойдет Рёме, но тот отказывается. Алиса говорит, что они могут принять это, а Элиза говорит, что это принадлежит ему. Рёма очень рад и благодарит всех. Он думает, что они все хорошие люди, и он счастлив. На следующий день в гильдии Морган говорит, что позвал их всех, потому что у него есть для них новое задание. Охота на монстров и заброшенные шахты. Они начинают обсуждать это. Морган говорит, что они отправятся завтра утром. Они соглашаются, что готовы. Рёма настроен решительно. На следующий день Али наблюдает за слизнями. Он наливает на их тарелки ядовитую жидкость и спрашивает, что он делает. Рёма отвечает, что проверяет, устойчив ли металлический слизень к зелью. Он говорит, что яд не действует. Али внимательно наблюдает за ним. На зеленого слизня тоже не действует, но от кислотного зелья он начинает дрожать. Рёма начинает играть со слизнем и передает его Лили. Вдруг он слышит, как кто-то его зовет. Это его товарищи по приключениям говорят: пошли, а он отвечает: да, конечно. Лили помогает ему одеться. Пока он собирает своих слаймов, он возвращается домой в другое измерение. Следующая сцена: они все выходят из шахты. Женщина рассказывает им о монстрах, с которыми они могут столкнуться внутри. Лидер говорит, что нужно быть начеку, когда они будут сражаться с ними. Теперь они все заходят в шахту. Слаймы следуют за Рёмой, пока остальные поздравляют его с повышением до ранга F после уборки туалета. Когда они видят два пути, Асаги говорит, что они пойдут по этому. После того, как они разделились, Мия спрашивает, сколько у него слаймов. Рёма отвечает: 728 липких слаймов. Они шокированы, и он продолжает: 211 ядовитых, 323 мусорщика, 1 металлический слайм и несколько обычных. Всего у меня 4310 слаймов. Они говорят, что это поразительное число. Улана спрашивает: можешь ли ты сосредоточиться на летающих монстрах во время боя? Ты единственный, кто здесь знает атакующую магию. Он говорит: конечно, я понимаю. В этот момент глаза монстра загораются. Мия предупреждает всех. Когда появляются монстры, лидер говорит: давайте начнем охоту на монстров. После того, как они убивают монстров, слаймы их пожирают. Мия говорит, что это было несложно. Вдруг Ульна что-то чувствует. Она говорит им, что впереди группа пещерных летучих мышей. Мия говорит, что они могут их уничтожить. Риома говорит: да, есть способ. Я использую звуковую бомбу. Селия спрашивает: звуковая бомба? Никогда о ней не слышала. Риома говорит: просто смотрите и создайте для всех звуконепроницаемый барьер, а потом закройте глаза. Остальные спрашивают: какой барьер? Он создает звуковую бомбу и стреляет ею внутрь. Когда все готово, он говорит: пошлите. Внутри они видят, что все летучие мыши мертвы. Риома говорит, что это сработало. Теперь пора убираться. Мия снова говорит, что Риома молодец. Он приказывает слизнякам-лизунам вырасти побольше. Остальные говорят, что они огромные, как будто грозят. Затем он приказывает им слиться, и через мгновение несколько слизняков начинают пожирать мертвых летучих мышей. Риома улыбается. Наша охота на монстров прошла успешно. Теперь Джефф говорит, что на свободе хорошо, и они выходят наружу. Там они видят, что приключенцы собрались в одном месте. Уорген говорит, что другая группа пострадала от гоблинов и мин. Им сообщают, что глубоко в шахте есть деревня гоблинов. Теперь они появляются позади гоблинов и взрывом привлекают их внимание. Затем они начинают вести себя странно и корчить рожи, чтобы разозлить их. И убегают, а гоблины преследуют их и заманивают в глубокую яму с кислотной водой. Они атакуют их магией. Хуа убивает одного из них, и слизняки-лизуны пожирают его. Мисс тоже убивает одного, говоря, что их гораздо больше, чем 500. Риома атакует одного, потом смотрит на стрелы и понимает, что они заканчиваются. Затем он смотрит на гоблинов и думает, что кислотные слизни перевариваются медленно, пока один из них лечит раненых. Мия бьет гоблина, когда появляются еще несколько, и они выглядят злыми. Риома открывает пространственный дом и забирает всех своих слизняков, чтобы сразиться с гоблинами. Лана и Мия говорят всем отступить. Риома бежит к гоблинам, а его слизняки окружают его. Он создает звуконепроницаемые барьеры для остальных и использует звуковую бомбу, от которой гоблины замирают от боли. Теперь его слизняки нападают на них и пожирают. Он бежит, чтобы атаковать гоблинов, и прыгает, чтобы убить их всех молниеносными клинками. Какой-то парень пускает стрелу в гоблина, и слизь приносит еще больше. Теперь у слизняков больше стрел на всех, и они подбирают их и начинают стрелять в гоблина, убивая целую армию. Теперь слизняк питается мертвыми гоблинами. Пока Рема делает глубокий вдох, покончив со всем этим. Все счастливы, когда разговаривают друг с другом после победы. Морган спрашивает, сколько их было, парень говорит, что 2000 гоблинов. Но именно в этот момент Рема что-то чувствует. И в следующий момент из пещеры появляется большой монстр. Он кажется сердитым, а потом начинает рычать. Они говорят, что это вождь, командир гоблинов, он сумасшедший. И вместе с ним появляется еще больше гоблинов. Он начинает стучать ногой по земле. Рема сосредотачивается на нем, а затем командует своей слизью. Они все сразу идут в атаку. Теперь после того,
того, как они покончат с ними, слизь будет питаться, чтобы очистить все вокруг. Мисс говорит, что пора идти, а Рема говорит, что все должны подойти ближе первыми. И слизняки-чистильщики начинают их чистить. Мия смеется, когда говорит, что тебе щекотно. Они говорят, что слизняки-чистильщики убирают мрачного гоблина. Один парень сказал, что мрачного гоблина труднее всего отмыть. Мия говорит Рема, что ты мог бы разбогатеть и заняться прачечной. Другие хвалят его. За пределами Лапана говорят, что целебная слизь начала использовать высокий уровень исцеления в своей эволюции. Как раз в этот момент кто-то обнимает его. Это искатели приключений благодарят Рему за то, что он использовал слизь для помощи. Его товарищ по приключениям говорит, что он всего лишь мальчик, но очень способный. После этого Варген говорит, что мы победили и все празднуют победу. Теперь они все болтают, возвращаясь домой в тележке. Они спрашивают Рему о его слизняках, и он делится с ними информацией. Они спрашивают Рему, почему его не признали виновным в укротительстве. Он говорит, что слизняки не имеют большого значения. Они говорят, что даже если слизняки считаются бесполезными, они заслуживают похвалы. И все с этим согласны. Позже Рема подходит к Джеффу и говорит: «Сделай перерыв, я понесу тележку». Он говорит: «Нет, я в порядке, ты можешь отдохнуть с другими». Рема говорит, что я останусь, а Джефф хвалит его, говоря, что ты хорошо поработал. Затем он говорит, что я рад, что пришел в этот мир. Он вспоминает моменты, проведенные в этом мире со слизняками. А потом он познакомился с семьей Рейнхарта, как он путешествовал с ними, а затем стал частью их семьи. В тот момент, когда он плакал, они поддержали его семью. После этого он пожелал всем спокойной ночи, когда его отпускали. Мия громко говорит, что скоро увидимся, Рема. Теперь он смотрит на особняк Рианны, а когда заходит внутрь, они все поражаются. 2000 монстров, и он рассказывает, как они их победили. Затем он говорит, что мне нужно кое-что обсудить, а Рейнхард говорит, что ты должен рассказать. Билли тоже внимательно слушает. По его словам, я бы хотел сейчас расстаться с тобой и сам обеспечивать себя. Билли спрашивает, почему это так. Он говорит, что если я и дальше буду полагаться на тебя, то, боюсь, стану ужасным. Он продолжает, что ты помог мне принять крещение и признать свою вину. Из-за любви, которую вы все мне дарили, я чувствую, что становлюсь избалованным. Услышав это, Элиза, кажется, расстроилась. В следующий момент они пытаются подслушать, когда горничная просит их замолчать. Внутри Алиса спрашивает, собирается ли он уйти навсегда, а он отвечает, что нет, я вернусь. Она говорит, что тебе всего 11 лет, и ты заслуживаешь, чтобы тебя больше баловали. Рейнхард говорит, что однажды, когда мы с Алисой обсуждали это, они спросили, что. Они объяснили, что ты усердно работаешь, и мы поняли, что в какой-то момент ты поднимешь эту тему и захочешь скоро уйти. Поэтому мы хотели бы поставить несколько условий. Во-первых, пожалуйста, регулярно сообщайте нам об этом письмом. Мы иногда приезжаем навестить тебя, чтобы убедиться, что у тебя все хорошо. Если что-то случится, не стесняйся просить нас о помощи. Он говорит, хорошо. И Лиза говорит, мистер Риома, мне очень грустно отпускать тебя, но я уважаю твое решение. Я настаиваю, чтобы ты приехал ко мне через 3 года. После 3 лет учебы у тебя будут каникулы, и мы сможем встретиться. Он говорит, хорошо. Тогда она говорит, помни об этом, не забывай. Теперь Алиса говорит, ты останешься с нами, пока не уедешь из этого города. Прежде чем Риома успевает возразить, она самодовольно говорит, решено. Все говорят, что Риома останется. Он говорит, но я слишком сильно полагаюсь на вас. Алиса обнимает его и спрашивает, ты понимаешь? Верно? Он говорит, да. Затем он спрашивает, как долго будет длиться геройство Ли. Рейнбах говорит, их органы полезны для изготовления лекарств. Но наша настоящая цель — птица Лимер, которая прилетает в одно и то же время. Они показывают ему фотографии. Алиса говорит, их трудно приручить, они быстро летают. Он представляет, как наблюдает за птицами. Алиса говорит, ты должен пойти с нами. Он говорит, звучит заманчиво. Рейнхард спрашивает, чем он будет заниматься, живя один. Он говорит, я подумываю открыть прачечную параллельно с приключениями. Все они появляются и говорят, что он заработает много денег. Горничная говорит, что искатели приключений выбрасывают свое снаряжение из-за грязи. Но если ты сможешь его почистить, то заработаешь много денег. Рейнбах говорит, тебе стоит обсудить это с компанией Моргана, он поможет. Рейнхард говорит, мы хотим, чтобы ты управлял заброшенными умами, чтобы там не поселились монстры. Он говорит, я согласен. И думает, даже если я буду независимым, они все так заботятся обо мне. На следующий день они отправились в торговую компанию Моргана. Мистер Серж говорит, что вы хотите зарабатывать на уборке, а потом он с удивлением видит, как слизь-уборщик чистит блестящую ткань. Он смотрит на слизь-уборщика и говорит, что я впечатлен вашей идеей. Он говорит, что уже видит огромный успех. Билли тоже говорит, что ваша идея действительно впечатляет. Серж говорит, что Риома, тебе стоит зарегистрироваться в торговой гильдии. Риома говорит, что это принесет много денег, и они оба соглашаются. Серж говорит, что давай сейчас зарегистрируемся. Риома говорит, хорошо. Теперь карточка ведет их в торговую гильдию. Серж радостно говорит, что это может принести огромный доход. Риома неловко смеется, говоря, да. Теперь мы видим торговую гильдию. Риома и остальные встречают женщину, которая говорит, что ее зовут Глиссела. Она глава торговой гильдии. Риома приветствует ее. Она предлагает им присесть и обсудить бизнес Риомы по стирке. Она смотрит на Слизь и говорит, что Риома, мне нравится, как ты мыслишь. Полицейский говорит, что ей, похоже, нравится эта идея. Лучела смеется. Да, мне тоже нравится. Она протягивает им бланк для регистрации и показывает место, где они могут начать работу. Теперь они подходят к месту. Риома говорит, вау, оно довольно большое. Затем он смотрит на карту местности и говорит, что это отличное место. Рядом с промышленной зоной гильдии искателей приключений и жилым районом. Нужно только убрать мусор и построить магазин. Он говорит Сержу, хорошо, я хочу купить это место. Серж говорит, что поможет с документами и, конечно, возьмет комиссию. А еще он хочет одолжить своих сотрудников для управления. Потому что по твоему лицу видно, что ты сейчас не в форме для этого. Риома говорит, что правда не сможет. Серж говорит, да, ты сейчас не в том состоянии, чтобы управлять. Риома говорит, хорошо, я возьму ваших работников. Они пожимают друг другу руки, и Элли улыбается. Теперь он использует кислотных слаймов, чтобы разрушить заброшенное здание, а мусорных слаймов, чтобы убрать разросшиеся сорняки. Когда земля готова, он делает чертеж для магазина. Затем с помощью
помощью слаймов начинает строить из блоков. Теперь с помощью магии он создает фундамент. Он говорит: отлично, фундамент готов, и я проверил, что он прочный. Теперь слаймы начинают строить, и он вставляет в фундамент столб. Когда внешняя конструкция готова, остальные помогают ему внутри. Рема говорит: спасибо за помощь. Не за что, мы помогаем другу. Кэмил говорит: друзья помогают друг другу, и Рема растроган. Снаружи мы видим красивую радугу, и теперь они все собираются вместе. Готовы покрасить магазин. Мия говорит, что белые стены будут лучше всего. Пока она красит, она говорит: в прачечной будет так же чисто, как на белых стенах. Рема говорит: да, я хочу, чтобы само здание выглядело чистым. Мия говорит: идея с прачечной отличная. Рема говорит: ты подала мне идею. Остальные говорят: способность слаймов к уборке гарантирует успех. Рема говорит: надеюсь. Они все начали хвалить Рему за его идею стать независимым. Селия говорит: хватит болтать, пора работать, и они снова принимаются за дело. Закончив, они стоят и смотрят на построенный магазин. На вывеске написано: прачечная в бамбуковом лесу. Али говорит: цветы будут лучше смотреться вокруг магазина. Кью посадил семена, чтобы они проросли. Пока Али и Рема сажают маленькие растения, они разговаривают. Али говорит: ты много работал ради этого. Рема говорит: я работал больше, чем здесь. Она спрашивает, чем он занимался. Он говорит: мы делали кукол. Я могу сделать такую для тебя. Билли говорит, что ему бы очень понравилась такая кукла. Он говорит, что это была очень кропотливая работа. Она говорит, что с нетерпением будет ждать, когда ты сделаешь ей такую куклу. После этого, когда они идут по рынку, Риома говорит, что хочет, чтобы все пришли и посмотрели на это. И тут он замечает церковь и говорит, что хотел бы зайти в нее. Он говорит, что Ели согласна. Теперь мы видим церковь, и он заходит внутрь. Он закрывает глаза перед волшебным шаром и оказывается в компании Бога. Он спрашивает, где остальные. Кюфо говорит, что они сейчас на земле. Каин просит привести кого-нибудь. Кюфо говорит, что в Японии нет развлечений. Он буквально влюблен в них, у него на глазах слезы. Лулуша тем временем наслаждается своим путешествием. Риома спрашивает, что? Кюфо говорит, что они здесь для развлечения. Я сам ездил в Сахару кататься на верблюде. Потом поехал в Амазонию и сделал селфи. Потом я побывал в Атлантиде. Я даже нырял в море. Это было так весело. Риома говорит: да, похоже, тебе было весело. И тут он начинает исчезать, время вышло. Пуфа советует ему не быть слишком строгим к себе. Затем мы видим, как Риома возвращается в церковь. Он уходит, оглядывается и улыбается. Выйдя на улицу, он понимает, что уже ночь, и бежит домой. Затем мы видим дворец Райнхарта. Риома приглашает их на открытие своего магазина. Они сидят с ним. Затем он идет в гильдию искателей приключений, и Уорджин говорит, что тоже придет, так как Риома пригласил его. Затем он приглашает своих друзей, которые говорят, что обязательно придут. Затем Глиссела тоже говорит, что с удовольствием придет. Риома благодарит ее. Затем они видят близнецов, которые спрашивают, не здесь ли мы живем, и Серж отвечает, что да. Это наш дом, и они выглядывают наружу через стекло. Снаружи цветут цветы. И на вывеске написано название магазина. На крыше их внимание привлекает слизь-уборщик. Они также читают, что гоблинский грим можно почистить по доступной цене. Тем временем Риома готовится к вечеринке вместе с горничными. Он спрашивает Али, как у нее дела, и она отвечает, что осталось только испечь торт. Затем он благодарит горничных за помощь. Они говорят, что с радостью помогут вам, мистер Риома. В этот момент Али говорит, что они пришли. Близнецы стоят рядом с Сержем. Они осматривают весь магазин. Один говорит, какой впечатляющий магазин. Другой говорит, что не верится, что его построил 11-летний мальчик. Серж говорит, что не стоит судить о человеке по внешности. Появляется Риома и приветствует Сержа, который поздравляет его с открытием магазина. Затем он говорит, что эти двое ваши новые помощники. Риома говорит, что рад с ними познакомиться. Женщина говорит, что ее зовут Карла, а ее брат Калум. Серж говорит, что они работали менеджерами в моей компании. Я уверен, что они лучшие помощники для вас. Али говорит, что это здорово. Риома говорит, пожалуйста, следуйте за мной. Я покажу вам, как проходит рабочий процесс и как устроен магазин. Сначала вы должны попросить клиента положить белье в мешок. Вот цены на мешки разного размера, от маленького до большого. Затем вы должны дать им чек. Они говорят, что все в порядке. Далее это место для слизи-уборщика, вы должны положить белье сюда. Он спрашивает, есть ли у вас какие-нибудь вопросы, прежде чем мы продолжим. Карла говорит, что нам сказали, что слизь ест грим и очищает его. Калум спрашивает, как нам сушить белье после стирки. И в следующий момент он кладет туда грязную одежду. Слизь очищает его и бросает на стол. Металлическая слизь сжимает его, чтобы разгладить складки. Они в восторге. Липкая слизь складывает его и убирает в один из отсеков. Рема говорит, что так и надо. Затем мы складываем белье в мешок и возвращаем клиенту. Слизь очищает другую вещь. Он говорит, что мы называем это стиркой, но без воды. Они говорят, что это просто слизь, которая чистит одежду. Затем они уходят. Рема думает, что они недовольны работой. Кажется, они вполне способные бизнесмены. Снаружи он говорит им, что вы первые, кто здесь поселился, выбирайте любую комнату. И тут все приходят на церемонию открытия. Он говорит, что все здесь, помогите мне с вечеринкой. Они соглашаются. Затем мы видим, что все внутри разговаривают. На столе вкусная еда. Слизи приносят напитки для всех. Калум тоже подает напитки. Мия мяукает, когда он дает напиток Реме. Он немного колеблется, потому что все смотрят на него, ожидая, что он скажет речь. Он вспоминает свою речь в офисе, которую никто не слушал. Но затем он говорит: «Спасибо, что пришли. Я бы не справился без вашей помощи». Ния начинает плакать и говорит, что Рема такой взрослый. Все кажутся счастливыми, наслаждаясь напитками. Они поднимают бокалы и начинают пить. Рейнхард поздравляет Рему. Али говорит, что рад за него. Слизь приносит еще напитков. Мия просит еще еды. Близнецы наблюдают за всем. Металлическая
Металлическая слизь готовит бульон для всех. Хакс, как обычно, спорит со старой коргой. Пока Мия наслаждается едой с Джеффом, Хакс спрашивает, что она думает о бизнесе Ремы. Она отвечает, что по ее мнению все будет хорошо. Как и близнецы, Риома делает свою работу, и все, кажется, доверяют ему. Калум говорит: да, сестра. Они заходят на кухню и видят, как мусорный слайм убирает остатки еды, а чистящий слайм моет посуду. Али достает выпечку. Риома спрашивает, понравилось ли ему угощение, и он отвечает да. Мия говорит, что она наелась, потому что они съели так много. Али говорит, что десерт здесь, и Джефф говорит, что они хотят его попробовать. Риома рад, что всем нравится. Мия и Джефф бегут есть десерт. После вечеринки они прощаются с Риомой. Войдя внутрь, он благодарит их за помощь. Они говорят: добро пожаловать. Затем они говорят: мы хотим работать с вами. Он спрашивает: конечно. Они говорят: сначала мы сомневались, ведь тебе всего 11, но все сомнения исчезли, когда мы увидели, как ты работаешь. Он говорит: я рад, что мы будем работать вместе, ты, кажется, эксперт. Затем он говорит: пожалуйста, веди себя со мной как обычно, я не дворянин. Они говорят: мы поняли, что ты родственник семьи Рейнхард. Он говорит, что это недоразумение, он просто искатель приключений. Они говорят: о, ты не дворянин. Серж говорит: я пытался объяснить раньше. Они говорят: хорошо, понятно, и Риома говорит: пожалуйста, отдохни сегодня. На следующее утро ярко светит солнце. Слаймы помогают с садом. Риома думает, придут ли к нему клиенты. Он поливает растения вместе с Элли. Появляются близнецы и говорят: доброе утро. Риома приветствует их. Теперь он кормит слаймов перед работой. Близнецы убирают, и Элли тоже помогает. Затем они проверяют доску объявлений возле магазина. Он говорит близнецам: я пойду в гильдию искателей приключений, а вы присмотрите за магазином. После этого Элли говорит, что сегодня у нее тренировка по магии, он желает ей удачи, и она уходит, помахав ему на прощание. Он машет ей в ответ. Сегодня в гильдии он всем рассказывает, что открывает свой магазин. Говорят: мы уже знаем, что там висит объявление. Мия и Виланна пришли пораньше и повесили его. Потом они говорят: ну, увидимся позже. Затем он выбирает задание по сбору трав и говорит Миле, что хотел бы взяться за эту работу. Она спрашивает: ты же сейчас занят, у тебя много клиентов? Он отвечает: не думаю, что в первый день придет много людей. Сначала он заходит в свою лавку после того, как убил монстра, которым питались его слизни. Затем он отдает собранные слизнями травы, чувствуя вину. Теперь мы видим большую толпу, когда Риома возвращается в магазин. Увидев это, он телепортируется внутрь, и близнецы говорят: ты вернулся. Они говорят, что пришло так много покупателей. Он говорит: давайте начнем работать. Пока они вдвоем занимаются управлением. Риома относит белье к слизням. Слизни начинают чистить, отжимать и складывать белье. Они также чистят свои инструменты. Риома улыбается после тяжелой работы и видит, что клиенты довольны. Вечером они закрываются, и Риома благодарит их за помощь. Только тогда он понимает, что не может использовать своих работников. Он говорит: извините, что заставил вас так много работать. Они отвечают: мы можем нанять больше людей. Риома думает и говорит: я пойду в торговую гильдию за помощью. Перед уходом он говорит: вы, должно быть, устали. Пойдите отдохните. В торговой гильдии он рассказывает женщине, что был очень занят. Я хочу нанять больше работников. Она отвечает: хорошо, я найду вам работников. Позже он пошел к Рейнхарту и все рассказал. Они говорят: значит, это был большой успех. Теперь ты, должно быть, устал. Иди отдохни. Он отвечает: да, и когда он уходит, Элиза говорит: спокойной ночи. Сейчас он лежит на кровати и думает о том, как раньше допоздна работал в офисе, а потом засыпал. Ему так хорошо спится после тяжелого дня, когда рядом его слизни. На следующий день слизни, как обычно, занимаются стиркой. Люди ждут, пока слизь принесет им напитки. Калум складывает белье в мешок и выдает чек. Карла возвращает белье и говорит: пожалуйста, проверьте. Женщина говорит, что белье идеально чистое, и все остальные удивляются. В этот момент появляется Риома и говорит: я иду в торговую гильдию. Мы видим торговую гильдию. Пожилая женщина говорит ему: я нашла несколько кандидатов для работы с тобой. Риома благодарит ее за то, что она так быстро все организовала. Все смотрят на Риому, думая, что он внук главы гильдии. Риома представляется и говорит, что он владелец прачечной. Все шокированы. Ребенок? Он говорит им, что им нужен персонал, который будет общаться с клиентами и носить вещи. Мои слизни тоже работают со мной. Но они начинают обсуждать, стоит ли им соглашаться на эту работу, или это предложение звучит смешно. Он говорит: если вы не хотите работать со мной, можете уйти. Как только он это говорит, они начинают уходить, говоря, что никто не хочет работать с ребенком. Глава гильдии жалеет его, когда они уходят один за другим. Но тут появляются парень с тростью и девушка с заколкой в волосах. Риома говорит: я полагаю, у вас нет проблем с работой со мной. Они кивают. Риома спрашивает, как их зовут. Парень говорит: это моя дочь Лилин, а меня зовут Фей. Затем он говорит: у меня проблема, у меня сломана нога. Риома говорит, что, наверное, лечебная слизь поможет. Затем он говорит, что это не проблема. Они спрашивают, где мы будем жить, пока будем работать с вами. Риома говорит, что у нас есть общежитие для сотрудников. Но у меня есть вопрос: какое у вас оружие? Фей говорит, что мы бывшие убийцы. Риома говорит, что мы ушли из гильдии убийц. Я говорит, что да, мы ушли из гильдии убийц и пришли сюда работать. Они говорят, что удивлены, что вы смогли нас раскусить. Вы один из нас? Рёма говорит, что я не могу объяснить, как я попал сюда с земли. Он подходит к ним и говорит, что нанимает их. Ли говорит, что будет очень стараться. Рёма говорит, что если что-то случится, вы тоже можете быть нашим телохранителем. Они говорят, что поняли. Это просто. Рёма говорит, что с нетерпением ждет совместной работы и пожимает им руки. Леди говорит, что вы тоже должны стараться и перестать везде носить оружие. Лай говорит, что это часть их тел. Фей говорит,
что без оружия неудобно. Леди говорит, что пора избавляться от привычек убийц, которые делают их неуклюжими. Рёма спрашивает, почему она не рассказала им об этом раньше. Она говорит, что хотела проверить его. Когда они подходят к магазину, Рёма говорит, что это его магазин. Фей говорит, что они готовы приступить к работе. Ли говорит, что может стирать. Рёма говорит, что спасибо, но, пожалуйста, не переусердствуйте. Он открывает дверь и говорит, что вернулся. Он представляет Феи и Лая. Калум и Карла приветствуют их. Фей говорит, что с нетерпением ждет работы здесь. Лай говорит, что тоже. Рёма говорит, что Фей будет помогать с приемом посетителей, а ты будешь помогать с уборкой. Фей сразу же идет на ресепшн и общается с клиентами. А Лай говорит, вау, а тут и правда слаймы работают. Она видит, что слаймы убирают, а потом гладят и складывают одежду. Затем она говорит, привет, я Ли, с сегодняшнего дня я буду работать с вами. Она говорит, давайте я заберу готовую одежду, и забирает ее. Уже вечер, и они закрывают магазин. Рёма говорит, отличная работа, у нас сегодня было много клиентов. Слаймы радостно прыгают. Он говорит, подсчитайте выручку за сегодня, и просит остальных пойти с ним. Рёма снимает повязку с Фей и открывает портал домой. Он достает 2 слаймов и говорит, эти слаймы разного цвета. Рёма говорит, это лечебные слаймы. Они начинают лечить его ногу. Затем они спрыгивают, и Фей встает. Он говорит, нога действительно зажила, не болит, и начинает прыгать. Он благодарит Рёму, который говорит, что заботится о том, чтобы сотрудники работали в комфортных условиях. Она благодарит его, пожимая руку. Фей говорит, я потратила много денег на лечение ноги, но ничего не помогло. И я сдалась. Ли говорит, да, это все из-за тебя, теперь он здоров. Рёма говорит, я понял. Затем он отводит их в комнаты, говоря, что они могут ими пользоваться. Увидев комнату, Ли говорит, что она полностью обставлена и красивая. Затем они возвращаются, и Карла говорит, это выручка за сегодня. Калум говорит, что сегодня даже больше, чем вчера. Рёма говорит, вот это да, действительно. Они говорят, что нужно подумать о новом филиале в других городах. Он говорит, что еще рано. Они говорят, что думать об этом никогда не рано, и он соглашается. Хорошо, я подумаю. Затем он говорит Фэй, Лаю, что они тоже будут нашими телохранителями. Пожалуйста, добавьте это к их зарплате. Они оба радостно пожимают ему руку. Спасибо. Затем он встречает Ли, который говорит, что хотел бы помочь, но ему нужно научиться магии. Он говорит, что не волнуйтесь, я нанял еще людей. Она говорит, что нужно усердно работать, и он уходит, а она машет ему вслед. Сегодня у нас много клиентов. Пока слаймы стирают белье, Карла приносит его клиентам. Ли усердно работает, помогая слаймам. Риома печет для них пиццу и ставит ее в духовку. Затем он подает им еду, и они говорят спасибо за ужин. Они едят и работают. Теперь Ишиме и остальные очень счастливы, потому что уборка проходит отлично. Слаймы очищают их от грязи. Риома говорит, что они могут приходить в любое время. Сейчас вечер, и после работы Риома спрашивает, как идут продажи. Они говорят, что в 1,5 раза больше, чем вчера. Он смотрит на них и говорит, что это замечательно. Он говорит, что нужно нанять еще людей, и они соглашаются. Он говорит, что хочет нанять повара, и они спрашивают, зачем. Он говорит, что хочет, чтобы его сотрудники хорошо питались и чувствовали себя комфортно на работе. Фэй говорит, что в других местах к сотрудникам так не относятся. Калум говорит, что ты много думаешь о том, как обращаться с сотрудниками. Риома говорит, что пойдет в торговую гильдию за помощью. Уже ночь, и Риома говорит, что ему нужны еще сотрудники. Он говорит, что ему нужны 3 сотрудника и 1 повар. Глава гильдии говорит, что повар – это интересная идея. Я найду вам повара, который сделает еду вкуснее. Риома благодарит его. На следующий день приходят 3 женщины и говорят, что он слишком молод. Риома отвечает, что он управляющий прачечной. Они представляются как Финн, Мария и Джейн. Затем одна из них говорит, что она повар по имени Сельма. Она работала в гостинице. Женщина говорит, что у нее большой опыт в готовке. Они все согласились работать с ним. Они говорят ему спасибо за то, что нанял их. Женщина говорит, что если бизнес будет процветать, то можно открыть филиал. Она хлопает его по плечу и говорит, что они поговорят об этом позже. Риома соглашается. На следующий день слаймы помогают ему убирать в магазине, а остальные работают в прачечной. Сельма готовит еду для всех, а слаймы помогают разносить ее по комнатам. Риома говорит, что у него становится больше клиентов. Али приходит к нему со своей семьей. Рейнхард говорит, что у него все хорошо. Али говорит, что рад их видеть, и радостно машет им. На следующее утро он идет на встречу с мистером Сержем. Он говорит, что бизнес идет хорошо. Серж говорит, что у него есть для него еще одно дело. Им нужна водонепроницаемая ткань. Риома спрашивает, зачем. Серж говорит, что скоро начнется сезон охоты на лягушек Грел. Их кожа используется для брони, а органы для лекарств. Авантюристы будут охотиться на них, поэтому водонепроницаемая ткань идеально подойдет для их снаряжения. Риома говорит, что начнет делать ее прямо сейчас. На следующий день слайм ест железный порошок. Лили внимательно наблюдает за ним и спрашивает, что он ест. Риома говорит, что это железный порошок. Возможно, он превратится в металлического слайма. Она спрашивает, можно ли ей присоединиться к нему, когда он будет делать водонепроницаемую ткань. Он говорит, что не возражает. Элли улыбается. Теперь они оба в доме. Элли достает свою скрипку. Он спрашивает, занимается ли она музыкой. Она отвечает, что может заниматься сколько угодно. На озеро прилетают птицы-слизни. Музыка помогает
помогает их приручить, потому что они реагируют на песни. Он говорит, что не знал об этом. Теперь Али начинает играть на скрипке. Слизни подходят ближе и слушают вместе с Риомой. Она смотрит на них, а слизни танцуют под красивую музыку. Риома говорит, что пора возвращаться к работе. Слизни помогают ему раскладывать одежду и смешивать клейкую жидкость. Закончив работу, он слушает скрипку Элли, которая полностью погрузилась в музыку. Затем они отдыхают. Риома говорит, что пора делать куклу. Она говорит, что это отличная идея. Он отвечает, что да. Теперь он с помощью магии превращает камень в кирпич. Элли поражена. Он ломает его, чтобы придать кукле форму. Теперь он с помощью магии лепит из глины куклу, похожую на Али. Затем он добавляет детали. Когда кукла готова, он показывает ее Элли. Она говорит, что это чудесно, и ее глаза сияют. Она берет куклу и говорит, что будет беречь ее. Ночью во дворце Рейнхарта все восхищаются куклами, которые сделал Риома. Себастьян внимательно рассматривает их и говорит, что они сделаны очень искусно. Рейнхард говорит, что возьмет их с собой, когда они пойдут в школу. Она отвечает, что возьмет и твою куклу, Риома. Я возьму тебя с собой. Риома улыбается. На следующее утро, пока остальные купаются в озере Феи, они обслуживают покупателей в магазине. Слизни тем временем стирают одежду. Риома с помощью слизней делает ткань. После этого он заставляет слизней тренироваться. Теперь он стоит перед слизнем-мусорщиком. Затем он бросается на него и отскакивает назад. Слайм атакует его рукой, и Риома создает защитный щит. Он говорит, что нужно продолжать атаковать. Слайм прыгает, чтобы напасть, но Риома уворачивается. Затем он снова приближается к нему и наносит удар. После тренировки он говорит, что это была хорошая разминка. Он подходит к слайму и спрашивает, что случилось. Слайм, поедающий металл, превращается в металлического слайма. Риома говорит, что это эволюция. Он берет его на руки и говорит, что это сработало, но выглядит иначе. Он использует магию, чтобы проверить, и обнаруживает, что это железный слайм. Появляется металлический слайм, и Риома говорит, что металлический слайм тоже ест железо. Он проверяет железо, которое тот ел, и понимает. Если слайм ест металл, то если он ест чистое железо, он превращается в железного слайма. На следующий вечер, когда магазин закрывается, приходит Фина убираться. Слайм удивляет ее, и Риома говорит, что теперь работа будет более эффективной. После этого он спрашивает, чем все занимаются. Карла говорит, что у нас была прибыль, но Риома спрашивает, а какие убытки мы понесли. Он смотрит на нее и удивляется, что убытков в 3 раза больше, чем вчера. Они говорят, что сегодня утром у нас было много крупных заказов. Риома говорит, что не думал, что бизнес так разрастется. Они говорят, что люди довольны нашим обслуживанием. Риома спрашивает, если у вас возникнут проблемы на работе, скажите ему. Они говорят, что здесь удобное рабочее место, никаких проблем. И тут он вспоминает, что забыл про отпуск. Он представляет, как инспектор приходит из отдела по трудовым стандартам из-за жалобы сотрудника на эксплуататорские условия труда. Затем он говорит, что думал об отпуске, и они спрашивают про отпуск. Он говорит, что мы можем закрывать магазин на 1 день в неделю. Фина эмоционально говорит, что ты преувеличиваешь. Они говорят, что наши семьи извинились перед нами, когда мы уехали из города. Потому что в городе людям приходится много работать за низкую зарплату. Иногда сотрудники сталкиваются с сексуальными домогательствами. Он чувствует себя плохо и говорит, что будет хорошо относиться к своим сотрудникам. И тут появляется Сельма и говорит, что ужин готов. На следующий день, когда Мелина работает, она видит Риому. Она спрашивает, ты сегодня пришел по делам гильдии? Он отвечает, что да, его сотрудники сегодня могут присмотреть за магазином. Она рассказывает ему, что группа искателей приключений поймала редкую слизь. Он просит рассказать подробнее. Она говорит, что они пытались продать ее гильдии укротителей, но им отказали. Он говорит, что хочет ее купить. Теперь он идет на встречу с группой искателей приключений. Когда он заглядывает внутрь, то видит, что группа искателей приключений пьет. Он подходит к ним и говорит, что он тоже искатель приключений. Парень говорит, что такой ребенок, как ты, может быть искателем приключений. Риома говорит, что слышал о редкой слизи, которую вы не смогли продать. Парень хватает его и говорит, что он насмехается над ними. Затем он падает, говоря, что мы идиоты, думали, что сможем продать редкую слизь. Его друзья уводят его, потому что он слишком пьян. Остальные говорят, что не обращай на него внимания. Расскажи нам, зачем ты здесь. Риома говорит, что хочет купить у вас эту редкую слизь. Они спрашивают, сколько вы за нее заплатите. Давайте я сначала покажу вам слизь. Риома открывает ее, и оттуда вытекает красная жидкость, которую он никогда раньше не видел. Он закрывает ее и говорит, что заплатит больше. Он протягивает им золотые монеты. Они спрашивают, ты уверен? Он берет банку и говорит спасибо. Я понимаю, что деньги важны. Затем он предлагает отправиться в Грёльфрокс на поиски слизней в этом сезоне. Если их собрать и продать, можно заработать немного денег. Они говорят, что это очень полезно. Риома говорит им, что у него есть прачечная, пожалуйста, приходите туда. Они говорят, что придут. Сейчас он телепортируется за пределы шахты и открывает банку. Затем с помощью магии устанавливает контакт. Он достает кровавую слизь и кормит ее кровью. Риома говорит, что никогда раньше не видел такой слизи. Слизь проникает внутрь, высасывая всю кровь из кровеносных сосудов. Затем она выходит, и Риома держит ее в руках. На следующий день мы видим, как слизни стирают одежду, как обычно. Клиенты, кажется, довольны обслуживанием. Пока он играет с куклой, Риома улыбается. Боги наблюдают за всем этим. Они говорят, что Риоме очень нравятся слизни. Лулуша говорит, что, похоже, Риома наслаждается жизнью. Кейн говорит, что привести его в этот мир было не ошибкой. Тем временем Ли разговаривает с Риомой и говорит, что хочет научиться магии приручения. Она спрашивает, не хочет ли он присоединиться к ней, и он отвечает, что да, конечно. Она говорит, что он очень хочет, и он улыбается. В следующей сцене Алиса говорит, что это лучшее место для обучения магии приручения. Она спрашивает, кто расскажет ей о природе магии приручения. И Лиза говорит, что это Алё, и объясняет, что ее природа заключается в установлении контакта с монстром, чтобы заручиться его помощью. Алиса говорит, что сегодня вы будете учиться магии общих ощущений, благодаря которой ваш монстр будет чувствовать, если вам когда-нибудь будет грозить опасность. Риома говорит, что никогда не слышал об этом. Они говорят, что сегодня вы будете тренироваться на птицах. Лили спрашивает, можно ли попробовать на слизнях. Рейнхард говорит, что со слизнями
трудно, у них нет чувств. Теперь они оба создают магический круг для установления контакта. Риома подходит ближе и прикасается к птице. Алиса говорит, что вы установили контакт. Теперь поделитесь своими ощущениями. Риома говорит, что понял. Теперь Риома и Ли пытаются сосредоточиться. Алиса говорит, представьте, каково это быть в голове у птицы. Сейчас он чувствует себя так, будто находится внутри птицы и смотрит ее глазами. Он говорит, что сейчас может видеть себя, и его тошнит. Они говорят, что у тебя получилось. Рейнхард говорит, что теперь закрой глаза, и Риома закрывает. И он видит всех глазами птицы. Потом он смотрит на Италию с закрытыми глазами. Потом, когда птица взлетает, он смотрит на всех сверху. После этого они оба угощают своих птиц во время чаепития. Служанка приносит ему чай, и он благодарит ее. Остальные тоже наслаждаются. Рёйнбакс говорит, что это удивительно, как быстро ты освоил эту технику. Риома говорит, что когда он попробовал виртуальную реальность, его тоже тошнило. Он говорит, что это было странное ощущение, но мы привыкнем. Алиса говорит, что ты впервые общаешься с монстром, который не слизь. Риома говорит, что да, но я думаю, что слизни больше всего мне подходят. Рейнбах говорит, что больше всего мне подходят монстры со чешуей. Алиса встает и отходит немного в сторону. Потом она призывает зверя. Риома поражен. Алиса говорит, что это могучий волк, и гладит монстра. Потом она говорит, что он может использовать магию льда. У меня есть еще 20 таких. Риома говорит, что еще 20 это потрясающе. Она говорит, что монстры-волки моя специализация. Рейнхард говорит, что Алиса одна из самых одаренных укротительниц. Даже у меня от этого голова идет кругом. Рейнбах говорит, что ты не меньше, чем один из лучших фехтовальщиков. Риома думает, что вся семья такая впечатляющая. И Лиза говорит, о чем ты думаешь, и он отвечает, что я нахожусь среди невероятных людей. Алиса говорит, что если я скажу тебе, что лорд Рейнбах самый невероятный, ты поверишь? Рейнбах говорит, что первый монстр, с которым я связался, был очень могущественным. Риома с любопытством слушает, как он говорит, что это был могущественный король драконов. После этого Алиса говорит, что они снова пойдут тренироваться, и они соглашаются. На следующий день Риома снова делает ткани из слаймов. Пока он тренируется, она играет на флейте. Затем он идет продавать ткань Сержу, который платит ему за это. После этого он встречается со своими друзьями-авантюристами. Они обсуждают, что через несколько дней начнется нашествие лягушек-гриль. Затем они говорят Риоме: помнишь, какую одежду ты носил тогда? Можешь рассказать нам, где ты ее взял? Мы хотим такую же. Он говорит, что ее можно купить в торговой компании Моргана. Они говорят: спасибо, мы сейчас туда пойдем. Теперь мы видим особняк Рейнхарта. Ли говорит: я поймаю хотя бы одну птицу Лиму во время нашествия. Рейнхард спрашивает: ты идешь с нами? Он отвечает: да. Теперь он тренируется играть на гитаре в своей комнате, потому что единственный способ заключить контракт с птицами Лиму — это музыка. Он говорит: я давно не играл, но попробую. И продолжает тренироваться. Наконец наступает день, и они все идут к озеру. Элис говорит: я устал, а ты, Риома? Он отвечает: я в порядке. Он говорит: в твоем возрасте это нормально уставать. В этот момент Риома видит каких-то авантюристов. Они останавливаются, чтобы поговорить с Риомой, который просит остальных идти вперед. Авантюристы благодарят его за то, что он рассказал им о лягушках-гриль. Теперь они могут на этом заработать. Риома говорит: я рад. Затем он бежит к остальным и говорит: я здесь. Когда он подбегает, он с удивлением видит птиц Лиму. Когда птицы пролетают над озером, Риома говорит: ого. Но этого недостаточно. Птицы охотятся на лягушек в озере, и Риома замечает авантюристов, которые ловят лягушек. Он пытается, но падает, а Мия радуется. Рейнхард говорит, что есть человек, который пытается приручить птицу Лимер. Они внимательно наблюдают за ним, пока он стоит на краю. Он делает глубокий вдох и начинает играть на флейте. Риома спрашивает, достаточно ли хороша музыка этого парня, чтобы привлечь птиц. Рейнбах говорит, что если им не нравится, они издают неприятные звуки. И они это делают, говорит Риома. Это больше похоже на то, что они просто его прогоняют. Поэтому мужчина достает меч и нападает на них. Все насторожились. Рейнбах говорит, чтобы все были начеку. Но мужчина не смог напасть ни на одну птицу. Вместо этого птицы напали на него. Теперь они все вместе нападают на него. Он убегает, чтобы спастись. Они наблюдают за ним, и Риома говорит, что эти птицы могут использовать магию ветра. Алиса говорит, что нельзя недооценивать таких существ. Они не слабые. Ты не сможешь подчинить их силой, и потом пожалеешь об этом. Пока птицы-лимеры продолжают атаковать мужчину, он падает. Когда он поднимается, птицы с огромной скоростью набрасываются на него. Они атакуют. Риома и Кэмел Крид блокируют его, чтобы спасти. В этот момент он закрывает уши, потому что слышит неприятный звук. И Лиза начинает кричать, что это невыносимо. Даже лягушки прячутся в воде. Все говорят, что это действительно неприятно. Риома понимает, что одна из птиц виновата в этом. Он пытается найти ее и, наконец, находит. Используя свою магию, он приказывает ей замолчать. И птица перестает издавать звук. Затем он отделяется от остальных и улетает. Рейнхард приказывает своим подчиненным помочь 10 раненым. Элли говорит, что на мгновение испугалась. Рейнхард говорит, что с тобой все в порядке. Риома говорит, что на него это никак не повлияло. Рейнбах говорит, что этот вид лимеров называется кошмарными лимерами. Себас говорит, что этот звук может вызывать страх. Райнбах говорит, что он может даже сбить человека с ног. Риома смотрит на других искателей приключений и говорит, что это действительно жуткое зрелище. Он вспоминает, что у него есть способность сопротивляться боли. Сейчас, когда мы видим, как лягушки-гриль отдыхают, они говорят, что мы распугали птиц и все испортили. Риома предлагает подождать, пока они вернутся. И Лиза говорит, что хочет подождать, раз уж мы так далеко зашли. Тем временем в магазине Сельма готовит, а остальные говорят, что они голодны. Почему-то она разговаривает со слизнями и говорит, что
нельзя расслабляться. Слизни отдыхают после работы. Кара говорит, что пора закрываться, Калус соглашается и закрывает магазин. Возвращаемся к озеру, уже почти вечер, и они ждут птиц. И Лиза говорит Риоме, что скоро они разойдутся. Кажется, она расстроена. Риома покрывается холодным потом, что же ему сказать? Алиса говорит, что вы не расстаетесь навсегда, Риома, ты читаешь мои мысли. Правильно, мы еще встретимся, а пока можем писать друг другу письма. Он говорит, что нужно обнять ее, но это жутко. Даже Рейнхард согласен. Он показывает, как нужно ее обнять. Риома бьет его кулаком. Остальные говорят, что у дерева больше чувств, чем у него. Риома смотрит на Рейнхарда, который хочет, чтобы он тоже обнял Алису. Затем он смотрит на Алису, которая ждет этого. В этот момент возвращаются птицы Лимы и садятся на озеро. Алиса говорит, что птицы вернулись. Риома смотрит на кошмарного слизня и думает, что тот его не любит, потому что он заставил его уйти. Он говорит всем, что отойдет, пока тот не начнет играть. Алиса говорит, что если я не смогу его приручить, это будет не твоя вина. Стоя перед птицами, она говорит, что они придают ей смелости и просят их остаться. Затем она начинает играть на скрипке красивую мелодию. Она играет от души. Все замирают, слушая ее музыку. Даже птицы молча слушают ее и начинают петь вместе с ней. Когда она останавливается и улыбается, птицы подлетают к ней. Риома предлагает ей заключить контракт, прежде чем они улетят. Элли улыбается. Теперь она заключает с ними контракт. Птицы подлетают ближе. Она счастлива, что ей удалось приручить так много птиц. Риома открывает портал и достает гитару. Элли говорит, что это здорово. Остальные никогда раньше не видели этот инструмент. Риома говорит, что теперь его очередь, и подходит к птицам. Птицы спокойно сидят на месте. Он готов играть на гитаре. Он делает вдох и начинает играть. Птицы слушают успокаивающую мелодию. Элли говорит, что никогда раньше не слышала эту песню. Пока Риома продолжает играть, птицы начинают петь и раскачиваться в такт музыки. Теперь птицы совсем близко к нему, даже птица-кошмар подлетает к нему. Он смотрит на нее и говорит, что думал, что она его не полюбит. Элли говорит: «Эй, давай скорее заключим контракт». С помощью магии они приручают птиц. Риома гладит птицу, и все хлопают в ладоши. Мия говорит, что он потрясающий. Али говорит, что знала, что у тебя получится, Риома. Остальные тоже хвалят его, говоря, что ты всегда удивляешь нас. Впечатляет, как всегда. Себастьян просит Али оценить некоторых птиц. Она говорит, что это птица-фантом. Она использует магию света. Райнхард пытается прикоснуться к ней, но птица кричит. Риома улыбается, думая, что Райнхард не подходит для птиц. Когда наступает ночь, они все вместе устраивают пир. Хью, как обычно, играет роль шута, а Риома выглядит счастливым. Сейчас Али начинает играть на флейте. Риома завороженно слушает мелодию. Остальные просто наслаждаются музыкой. Позже в своей спальне он сидит с Али. Али грустно, что завтра она уезжает, и на ее глазах появляются слезы. Риома говорит, что она будет жить в школьном общежитии. Она отвечает, что да, но ей будет одиноко, ведь у нее нет друзей. Риома говорит, что она очень способная. Почему у нее нет друзей? Она говорит, что когда-то давно совершила ошибку. Один мальчик пытался помочь ей научиться магии, но она случайно его заморозила, потому что не смогла контролировать свои силы. Она тут же его разморозила, но он сказал, что она сделала это специально. Слухи быстро распространились, и дети моего возраста стали меня бояться. Она спрашивает, беспокоит ли это его. Риома отвечает, что его это не беспокоит, ведь она сделала это не специально. Он говорит, что не боится ее способностей. Али говорит, что Риома такой добрый. После этого она протягивает ему коробочку с рубиновым ожерельем. Он говорит, что не может его принять. Она отвечает, что не просит его оставить его себе навсегда. «Я просто хочу, чтобы оно было у тебя на удачу». Он смотрит на него, а она говорит, что оно будет напоминать тебе обо мне. Он говорит, что будет беречь его, но что он может дать ей? Али смотрит на него, а он встает и говорит: «Пожалуйста, возьми их». Она подходит к нему и говорит: «Спасибо, я позабочусь о слизняках». Проходит ночь, наступает утро. Мы видим, что все собираются уходить и прощаются с Риомой. Они желают ему всего наилучшего, и им грустно, что они уезжают. Он говорит, что тоже будет скучать, и просит их попрощаться с остальными. Себастьян говорит: «Если тебе что-нибудь понадобится, просто скажи нам». Райнхард говорит, что мы еще увидимся. Алиса просит не забывать отдыхать и писать ей. Он говорит, что прекрасно провел время с вами, особенно с Элизой. Говорит, что Риома, не забудь свое обещание, мы еще встретимся. Он говорит, что будет усердно работать над собой. Она говорит, что тоже будет стараться. Говорит, что ей грустно прощаться. Потом пожимает ему руку и убегает. Теперь его повозки тронулись, и Риома бежит за ними. Все смотрят на него. Билли и его семья надеются снова увидеться с ним. Риома машет им на прощание и не может сдержать эмоций. Али расстроена, что они расстаются, и говорит, что они еще увидятся. Она смотрит на флейту, которую держит слайм. Она берет ее и играет, и у нее на глазах выступают слезы. Боги обсуждают, как сильно Али и Риома нравятся друг другу. Гейнс говорит, что люди приходят и уходят, нужно ценить каждое мгновение. Все радостно приветствуют Риому и желают ему удачи. Риома идет дальше со своим слаймом. Он полон решимости стать лучше, прежде чем снова встретиться с Али. Если вы хотите посмотреть следующую часть видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы увидеть больше видео. Вы лучшие. Я буду читать все ваши комментарии. Увидимся в следующий раз.